Друзья, всем привет! Сегодня у нас на обзоре салон этого красавца Mitsubishi Pajero Sport 2006 года выпуска. Ну и самое главное, друзья, не забывайте подписываться на мой канал для того, чтобы не пропускать новые видео. Значит, для водителя здесь комфортно сидеть, очень удобно поставить локоть сюда, здесь много пространства, что очень удобно для вождения. Все на ладонях, как говорится, все доступно, все понятно, нет никаких сложностей. Друзья, рост у меня 183 сантиметра, сейчас я не испытываю никаких трудностей или дискомфорта. Но если у вас рост 190 и более, то может быть такое, что вам здесь будет тесновато. Для сидения водителя здесь предусмотрели подъем сидения вверх-вниз с помощью этого рычага, а также выдвижение вперед-назад и, соответственно, регулировка спинки. Кнопочка для открывания бензобака. Очень удобная и информативная панель управления. Здесь у нас блок климат-контроля. Очень хорошая, очень добротная печка. Особенно в зимнее время года очень будет вас выручать. Здесь у нас стоит магнитола, мой бортовой компьютер. Приятным бонусом для владельцев авто будет дополнительные приборы. Здесь у нас датчик давления масла, а также заряд батареи. Здесь у нас встроен, соответственно, компас. Аварийка, кнопочка для подогрева зеркал, лобового, боковых зеркал и заднего. И здесь мы имеем кнопочку для режима АКПП для исключения проскальзывания на скользкой дороге. Здесь у нас идет регулировка фар наклона. Сюда я вывел отдельную кнопочку для включения сигнала. Панель приборов у нас проста до безобразия. Справа у нас датчик температуры охлаждающей жидкости, тахометр, спидометр, положение селектора, ну и уровень топлива. Сразу хочу ваше внимание обратить на то, что здесь очень удобные ручки, они большие, очень удобные кнопочки для блокировки открывания, центральный замок. Также идет специальная панель для управления всеми стеклоподъемниками, блокировка стеклоподъемников, а также здесь идет настройка регулировки боковых зеркал. Положение руля регулируется лишь по углу наклона. Вперед-назад он не выдвигается. Собственно, вот у нас устройство селектора, все режимы и рычаг для управления раздаткой. Это у нас включен постоянно задний мост. Дальше мы включаем полный привод. И уже крайнее положение верхнее. Это у нас работает понижающая передача. При включении заднего хода автоматически включается камера заднего вида. И она у меня вводится вот сюда. Между сидениями имеется место для стаканчиков маленького размера и побольше. На переднем сиденье имеется небольшой подлокотничек, очень удобный, очень добротный. Открывается. Здесь у нас место для хранения ваших безделушек. Сверху у нас имеются для хранения очков, например, здесь, соответственно, и здесь. И этот отсек, я так понимаю, предназначен для хранения ваших банковских карточек и прочих предметов небольших, даже, может быть, наличных купюр. Здесь мы имеем время, показывает. Кстати, друзья, в некоторых версиях авто вместо этой панельки расположен люк. В данном случае пассажир может только лишь регулировать сиденье по выдвижению взад-вперед, соответственно, и спинку. Поднимать сиденье выше или ниже здесь нельзя. Имеется, хранится, вернее, так сказать, подушка безопасности и расположен небольшой бардачок для хранения чего-либо. Небольшое зеркальце, но оно
у нас идет без подсветки. А теперь давайте сядем назад. Удобные ручки для зацепа, чтобы комфортно можно было сесть. Также удобную ручку, стеклоподъемник и пепельницу для курильщиков. Также, друзья, здесь есть дополнительный подлокотник для пассажиров. Единственное, он здесь не оборудован, конечно же, специальными подстаканниками. Вот это маленький минус. А так, в целом, здесь сидеть очень комфортно и очень приятно. Сразу хочу заметить, что заднее сиденье регулируется по наклону. Отодвигая вот эту вот кнопочку, мы можем его опускать или же поднимать. Почему-то производитель предусмотрел такие вот кармашки только лишь на правом сидении. Только здесь. Здесь их нету, здесь пусто. Ну, я думаю, в принципе, умелые владельцы здесь могут оборудовать что-нибудь самостоятельное для их же удобства. Задняя печка для пассажиров работает в двух режимах: слабой мощности и сильной мощности, и также регулируется по температуре. То есть пассажиры сами здесь могут настраивать себе комфортную температуру без участия водителя. Ну и, конечно же, друзья, данный автомобиль сзади приобретает очень интересный вид салона, если мы разложим задний ряд сидений. Делается вот это вот так: поднимается нижняя сидушка, затем снимается подголовник и откидывается задняя спинка в таком положении вот сюда. Абсолютно, друзья, аналогично откидываем нижнюю сидушку здесь, и мы видим, что у нас здесь имеется место под штатный домкрат. У меня он весь запыленный, давно уже не использовал, но тем не менее здесь все удобно. Специальная добротная ручка, чтобы ничего здесь не гремело и не болталось. Также здесь имеется такой вот небольшой разъемчик для хранения ключей. Они закрепляются на такую вот резиновую веревочку. Также ничего не гремит и ничего не болтается. Также мы здесь откидываем заднюю спинку, опускаем ее, и у нас здесь получается довольно-таки неплохое большое ложе. Ну вот, друзья, мы с вами разложили задний ряд сидений, получили большое ложе. У меня рост 183 сантиметра. Вот, и сейчас пробуем здесь лечь. Ну, в целом, друзья, можно сказать, что на весь рост я сюда умещаюсь, и спокойно можно отдыхать здесь втроем. Здесь хорошее расстояние, и можно перевозить, в принципе, очень большие предметы. Также здесь имеется подсветка вверху и, соответственно, на двери багажника. Сзади багажника мы имеем здесь небольшие также отверстия, дополнительное зарядное устройство 12 вольт. Так оно здесь у нас. Складываем все обратно, это делается легко, без усилий. И наш салон без усилий приобретает обычный вид.